Всем привет, это Юлия Батталова, и сегодня 3 мая, только буквально сегодня я вам выложила видео, и сейчас собираюсь по поводу прописки, там встречаемся с мужем. Решила вам записать еще одно видео, пока ждала автобус, думаю, дай-ка я поснимаю все это вам. Вот так вот иногда нечего снимать, а иногда, когда куда-то идешь, что-то ждешь, вот так вот невзначай получается снять видеоролик для вас. Сегодня с утречка как будто было ветрено, сейчас очень жарко. Я жду автобус, одновременно иду по дорожке, пока его нету, думаю прогуляться. Смотрите, какая красота на улице. Вот, в общем, вот так вот показывает, как будто температура на спад. С утра вообще 18 градусов, потом 21, и потом в обед вот такая вот жара. Сейчас, кстати, как раз-таки обед. Время где-то час доходит, и как раз мы договорились, что возле центра там встретимся с мужем. Он отпросился с работы. Вот троечка, кстати, едет в ту сторону, а мне нужна, наоборот, в эту сторону вот такая же троечка. Возможно, она сделает круг и приедет, пока я с вами поболтаю, друзья. Здесь вот, смотрите, мы любим очень есть мороженое. Сюда обычно приходим, потому что ближе к нам особо мороженого нету. Вот. Дети любят вот такие вот именно мороженые, которые дают в шариках, в стаканчике. Вот. А так вообще здесь очень много магазинчиков. Вот есть магазин, где продают кондиционеры, магазинчик с овощами, фруктами. Очень, кстати, много всего здесь. И ждем автобус, друзья. Может быть, он сейчас появится. Вот. Также, видите, через дорогу опять магазин Таза Экспресс. Это фрукты и овощи. Возле каждого домика вот такие вот скамеечки стоят, где можно посидеть, отдохнуть. И возле каждого дома стоят мотоциклы, велосипеды. Тоже это уж незаменимая вещь здесь, в Турции. У кого нет автомобиля, у всех есть велосипеды и мотоциклы, мопеды. Вот. Похоже, я уже дошла до БИМа. Здесь, когда вот так вот ходишь, не замечаешь. Вчера тоже вечером вышли с мужем мы на прогулку вечером. Хотели в магазинчик просто вот рядышком зайти. В итоге мы дошли до БИМа. И то, как бы я его остановила, я говорю, что-то мы, говорю, далеко ушли. А вечером такая погода прекрасная, прям хочется ходить, гулять, все наблюдать. И вот так вот иногда бывает даже гуляем, до центра доходим. Вечером деток оставляем со старшим сыном. Автобуса не видать. Что-то, похоже, поздновато я вышла. Ну ладно, ничего страшного. Зато немного поснимаю вам Турцию, да, друзья? Улицы, дорожки вот эти вот турецкие. Я помню, когда только приехала в Турцию первый раз, меня удивили вот эти вот плитки, там вот это все, в общем. Мне показалось так необычно, потому что у нас как бы тротуары обычно не в таких плитках, а тут она вот такая вот мелкая плитка, и она везде, где есть тротуары. Еще здесь вот написано, кстати, смотрите, Мерсин, Büyükşehir Belediyesi. Вот, везде можно такие вот вещи встретить. Села, показывает на улице 28 градусов. Видите, да, там как будто бы завтра дождь, похолодание, даже ночью до 12 градусов опускается температура. Вообще об этом маршруте я узнала недавно. Мне очень нравится этот маршрут. Он даже через рынок сейчас проехал сегодня. Базар. Кстати, собираемся с мужем на базар. В общем, друзья, я села. Самое главное, что я села. Потому что на солнце идти тоже жарковато уже. Мы, конечно, на выходных точно уже хотели на море поехать.
если дождя не будет, то поедем. Вот, потому что уже не страшно эта погода. Наоборот, мне нравится гулять на пляже, по пляжу, пусть даже не купаться, когда вот такая вот погода. Когда не так сильно жарко. Когда жарко, уж надо, конечно же, ехать уже целенаправленно купаться. Вот. И, друзья, вышла я в центре, тут, где вот каменный мост, вот здесь вот, и речка. Здесь вот такой вот ориентир есть в виде купола такого. И тут рядышком мечеть, сегодня пятница, и прям читают, сидят. Намаз в мечети. И здесь вот рядышком продаются всякие вещи, обувь. Можете обувь купить. Вот продают все турецкое, всякое, крупы. В общем, тут центр. И я здесь уже прогуливалась, показывала вам, но сегодня давайте еще раз покажу, раз уж я начала видеоролик, хочу немножко рассказать вам. Такие вот тут улочки старинные. Вот, и здесь по пути очень много всяких магазинчиков, всяких товаров турецких. Часы продают. Есть Turkcell, где можно купить себе симку для связи. И в общем, здесь очень много магазинов. Пока с мужем разговаривала, говорит, он еще задерживается, так что я, наоборот, рано приехала, чтобы интересно вам поснимать такое, чтобы интересно вам нравится. Конечно же, всем нравится разное. Здесь очень много, смотрите, продают золото. Вот мне интересно, кто знает, какой пробы здесь золото. Турецкое золото обычно 375 пробы. Я, так как работала в ювелирке, мне это очень интересно. В общем, кто знает, расскажите. Так. В общем, мне вот по сути прямо надо, да? Ну, давайте я вам немножко вот эту улицу покажу. Здесь тоже одни магазинчики. Золото, смотрите, сколько. Обалдеть можно. Что такое оно желтоватое цветом. По сути, есть золото лимонного цвета, но оно 585 пробы, да? Есть, конечно, еще и 750 проба. То есть, но, как я помню, что обычное турецкое золото, оно 375 пробы. И вон, смотрите, долмушка однерка ездит. И моя вот толмушка, та, на которой я поехала вот по этой улице, по сути. Но они разным маршрутом ездят. Вот, однерка, она ездит по-другому немножко. Троечка тоже по-другому ездит. То есть, кто сюда приезжает первый раз, обратите на это внимание. Именно вот в городе Селевке. Вот здесь банки, разные банки. Можно увидеть Мигрос, кстати. Можем зайти в Мигрос, посмотреть вообще продукты. Мне часто пишут, чтобы я зашла, именно показала по ценам. Можем зайти. Вот, давайте зайдем в Мигрос и посмотрим цены. Здесь такой, я бы сказала, не маленький Мигрос. В центре хороший такой Мигрос. Вот тут кассы. Есть фарш, продают по сколько? 400 грамм, 159 лир. Вот. Так, что еще вам показать? Пиво, кстати, спрашивали. Пиво стоит 65 лир, 60 лир бутылочка. За 57 есть вот Эфес. Безалкогольное пиво еще спрашивали, помню. Но оно тоже в районе 60 лир. Вот. Есть вот такие вот напитки охлаждающие. Там, допустим, 6 штук по 200 миллилитров.
46, 40 лир. Есть за 35. Что еще? Так. Спреи женские, смотрите, вот такие, по 124 лиры. Кто меня смотрит из России, напишите, сколько у вас стоят вот такие вот Рексона. 124 лиры здесь стоит. Что еще показать? Мужские, вот для бритья, да, допустим. Невея, 161 лир. Есть по 89. Вот такой вот какой-то Арко. По 104 есть. Для полости рта, смотрите, 40 лир есть, 250 миллилитров. Так, тут тоже 250, почему-то 107 написано, не знаю, в общем, разница в чем. Зубные пасты, допустим, есть за 31, и тут же есть за 126. Тоже цены, конечно, непонятные, разные цены. Так, что еще вам показать? Так, кетчупы, майонезы. Майонез 500 грамм 67 лир майонеза. 390 грамм кетчупа 45 лир есть. Вот есть 34 лиры. Калевые 600 грамм 70 лир. А есть вот 650 грамм за 48. Майонез калевый 540 грамм 100 лир. Такие вот цены. Так. Это вот просто, получается, помидоры. Не паста, а просто помидоры. Обтертые 41 лира, 28 лир. Что тут еще? Вот получается паста 55 лир есть. Есть 830 грамм 40 лир. Так, подсолнечное масло. Подсолнечное масло литр 79. Оливковое масло, кстати, надо брать Сазма, где написано. Вот, Сазма, да? 248 лир. Вот. Что еще? Что еще вам показать, друзья? Кетчупы вообще есть вот дешевые. Килограмм 39 лир. Что себе дешево. Действительно дешево. Есть вот Аджила. А есть... Аджила это острый. Есть не острый. Макарошки, смотрите. 5 килограмм макарон. 150 лир. Такие вот большие. Молоко 25, 40, 30. Друзья, в общем, цены тут вот разные на любой кошелек. Мука 5 килограммов 79 лир. И что показать? Написано пататас 17 лир картошка. Лохана красная капуста 16 лир. И лук 14 лир. Цены это в Мигросе. Ну, а я пойду дальше показывать вам красивые места, друзья. И иду в сторону административного здания городского, поэтому там я уже не буду снимать, так как меня предупредили, что это нельзя по закону. И я решила, что я вообще не буду в таких местах снимать, от греха подальше. Но на личном опыте убедилась до этого, как бы я об этом не знала. В принципе, до этого я особо и не снимала там прям здание вам. Вот. Но все же предупрежден, значит вооружен, друзья. Здесь рядом с этим зданием очень много всяких кафешек, где можно попить чай, где можно покушать. Сейчас покажу одну из улочек, тоже таких чисто турецких. И выйду, наверное, на набережную, там погуляю. Вот
эту улочку я хотела вам показать. Смотрите, какая улочка, чисто такая турецкая. Здесь только сидят обычно турки. Здесь какие-то офисы. Вот. В общем, тут мало таких вот именно туристов, там иностранцев. Здесь в основном покушать, если, то это только прям турецкая кухня, донеры всякие. Вот. И направила на себя камеру, потому что все так на меня смотрят, на них не буду направлять свою камеру. Вот. И вообще, после того случая, как на меня накричали в Беледие, вот, я как-то заметила за собой, что я теперь боюсь снимать. Вот видите, как бывает, да? Какой-то опыт потом определяет вашу жизнь, ваши действия и даже какие-то психологические процессы в вашем теле, в вашем организме. То есть у меня какой-то вот остался страх снимать, что ли. Вот, но что-то такое присутствует, друзья. Ну, а я с вами немножко погуляю просто по набережной, расскажу вам. Смотрите, кстати, тут тоже водичка стала коричневая. Смотрите, какая, обалдеть. Я вам вставлю кадр, какая она была. Неужели это вот с гор как бы связано, что дожди были, хотя уже сколько дней как бы дождей вроде нет. Смотрите, как этот прям цвет поменялся. Цвет реки изменился очень сильно. Даже жалко гусей, которые там живут, уток. Смотрите. Ну ладно, пойдемте дальше. Пройдем через вот эту вот арочку, которая к мосту относится. И чуть-чуть там погуляем. Здесь, кстати, можно встретить именно арабов. Очень много именно здесь детей. Вот знаете, вот беженцы, которые там переселились. Помните, я говорила, что я хотела денег им дать, а меня турок один остановил, говорит, не давай им денег. Вот посмотрите, они без обуви обычно, или обувь у них такая прям уже старая. Вот, в общем, их здесь много. Они почему-то селятся вот в эти края. И даже когда я на рынок ходила, рынок здесь, кстати, по понедельникам, где рыбный рынок, за автостанцией. И там очень много арабов. Ну, вот этих вот, которые прикрывают лица свои. И их очень реально много. И прям там не протиснуться, ничего не купить. Поэтому тот рынок мне не понравился. А по этой стороне рынок в пятницу, он сегодня идет. Как раз мы даже на Газельке проехали этот рынок. В общем, очень там прям свободно, хорошо. Очень много русскоговорящих именно там. Друзья, вот. Как-то так. Смотрите, какие красивые цветы, красивые растения. Прям хорошо на улице. Птички поют. Удовольствие одно гулять. Давайте на этой прекрасной ноте будем заканчивать этот ролик. Хочу пожелать всем, друзья, самое главное, мирного неба над головой, мира в душе. Вот. Давайте начнем с себя. Будем трудиться над тем, чтобы в душе нашем настал мир. И дай Бог, вокруг тоже, исходя из этого, настанет мир, друзья. Всем желаю счастья, радости. Будьте здоровы. Всем пока-пока.